Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и не будете пропускать следующие видео моих раскладов. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков приветствую. Очень вам всем рада. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши комментарии, за то, что не забывайте писать слова благодарности под видео. Вы уже знаете, так мы уравновешиваем нашу с вами энергию в общих раскладах. Спасибо вам за вашу поддержку. Мне она очень-очень важна и нужна. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Что по судьбе? События ближайшего будущего. Наконец-то посмотрим про вас, девочки. Не про мужчину, да, не про то, что между вами, а просто посмотрим, что по судьбе. Вот что ждать в ближайшее будущее, да. Настраивайтесь, пожалуйста, расслабляйтесь, думайте о каких-то своих целях, может быть, мечтаниях, задаче, о том, что хотелось бы, да, чтобы получить ответы. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я читаю в общем. Но общие расклады у меня на канале работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы нашли видео, открыли, смотрите, тогда услышите, что важно именно в данный момент. Если вы через месяц это видео посмотрите, через 2, через год, вы все равно услышите что-то, что будет важно в тот момент. Вот верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте, обязательно напишите мне. Ничего не услышали вообще, да, тогда обязательно напишите. Или, например, услышали, если напишите, как проигрывается, то огромное вам спасибо за это, потому что это тоже очень важно мне в моей работе. Итак, что по судьбе у вас и события ближайшего будущего? Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть вас сначала. Вы принимаете, возможно, здесь какое-то решение, может быть, какой-то переломный этап у вас, момент, непростой момент сейчас переживаете в своей жизни, какой-то решительный, может быть, здесь идет какая-то отработка кармы, да, ну, скажем так, сложный, непростой этап внутренних переживаний, внешних обстоятельств, может быть, да, где нужно принимать какие-то решения, делать выбор, да, ну, как бы, да, вот реагировать на то, что происходит. Тут от вас, может быть, напрямую ничего не зависит, вот так сложилось, да, идете к исполнению, все-таки надеетесь на исполнение своих желаний, своих планов, на осуществление какой-то, может быть, своей мечты, не оставили, да, думать об этом, вот эти мечты, там какие-то стремления, какие-то планы далеко идущие, да, может быть, здесь также касается каких-то отношений, которые на расстоянии, то есть здесь о расстоянии речь может идти, да, вот, о каких-то давних планах, да, мечтах, и на самом деле энергия у вас очень хорошая, вы настроены здесь очень положительно. Вы верите в положительный исход всех событий, которые происходят с вами, понимаете, что все, ну, вы все сможете, вам, как говорится, да, дается только то, с чем мы можем справиться. Вот вы понимаете, что вы можете справиться. Солнце, здесь старший аркан на вас выходит. Прекраснейшая карта. Я очень ее люблю, эту карту. Может быть, вы сейчас, да, очень заняты именно развитием своего внутреннего духовного мира. Пытайтесь найти ответы на вот какие-то вопросы именно духовного плана, найти какие-то причины, да, занимаетесь саморазвитием, такое тоже может быть, да, но энергетика ваша, посмотрите, какая мощная, старшие арканы, то есть вы не останавливаетесь, может быть, был когда-то, да, вот, ну, раньше этап более такой, скажем, менее гармоничный, да, более-менее гармоничный, вот, где, ну, вот было остро у вас все, но сейчас вы справились с этой ситуацией, то есть либо вы приняли, либо какие-то, да, действия, меры приняли, но, по крайней мере, как-то, да, у вас все обрисовалось, что, как, ну, вот разложили по полочкам. Если это не так, обязательно мне напишите. Ну, пока что так.
Так, давайте посмотрим, а что для вас сейчас важно? Вот какая область, тема для вас сейчас самая важная? Помимо духовного развития, да, решения каких-то серьезных там этапов, проблем, документов оформления, да, развития, становления, может быть, здесь, кстати, формирование семьи также по этой карте, вот по Солнцу, да. Давайте посмотрим, какая тема для вас сейчас самая актуальная и важная. Вы стоите перед выбором здесь однозначно, да, выбор может быть путей, выбор вариантов, мир. Кто-то думает о перемещениях в другие города, страны, континенты, возвращении из этих континентов на родину, да, ну, как есть. Кто-то хочет сократить расстояние с любимыми, кто-то просто хочет помириться, либо обрести этот мир в себе. Вот здесь вот у вас качели, вы не приняли еще решение окончательное, здесь вы сомневаетесь, да, у вас постоянные сомнения, да, нужно, не нужно, делать, не делать, и как быть. Ну, то есть вы еще колеблетесь. И вот думаете, ждете, выжидаете, стабильные чувства хотите иметь, быть в состоянии, вы знаете, усталивая. То есть вот вам, наверное, эта пауза где-то и нужна, да, по вот этим картам. Ну вот сейчас, да, если там у вас, например, ну вот то, что вам интересно, то, что для вас сейчас важно, никакого развития, либо как-то застопорилось, да, либо еще что-то. Это важно, это вот так должно быть, специально дается время, специально так развиваются события, вот это для вас важно, да, чувства здесь для вас важны, эмоции ваши, ваше состояние внутреннее, да, обретение спокойствия, обретение своих границ, да, мир. Мир для вас важен сейчас тоже. Вот эта тема для вас сейчас самая важная. Но она для всех самая важная, поэтому естественно, да. Вот. Ну, давайте смотреть, что вообще вам по судьбе дальше, в ближайшее время, да, сейчас, ну, в ближайшее прям время будем смотреть. Давайте смотреть, что по судьбе вам. Ну, решение какой-то материальных проблем здесь, да, обретение более какой-то вот уверенности материальной, поступление, может быть, каких-то пособий, каких-то выплат, дополнительный заработок кто-то найдет. У кого-то в семье урегулируются отношения, да, воссоединится семья, и, соответственно, материальный достаток, ну, улучшится, да, обретете вы более спокойствие, ответственность возьмет мужчина, да, вы оба, и будет все более стабильно, счастливо, успешно. Да, ну, скорее всего, вот так вот. То есть кто-то вернется в семью, да, кто-то воссоединится с любимым человеком, может быть, он приедет, вы к нему поедете, ну, увидитесь вы, и будут денежные поступления тут, скорее всего. Так, дальше. Семерка мечей, да, будете вы знаете, может быть, кто-то будет стремиться разрешить конфликт, да, какую-то ссору преодолеть, да, не будет что-то получаться, может быть, да, как вы планировали. Ну-ка посмотрим дальше. Но вы знаете, все тут будет разрешиться. То есть, если кто-то поссорился, тут ждите, мужчина должен выйти на связь, какой-то интерес, ответственность проявить, да, либо просто, если вы ждете, что мужчина объявится, проявится, проявится, приедет, финансово поддержит, да, проясните вы вот то, что вам не дает покоя, да, может быть, какое-то неверие, да, подозрения какие-то развеются ваши, да, раздражение уйдет. Уйдет вот это, то, что вас беспокоит, вот, разрешится этот вопрос. Что еще? Шестерка мечей. Здесь у кого-то планируется, может быть, поездка куда-то, отъезд,
да, там, где вы двигаетесь дальше, может быть, в неизведанное что-то, где не были. Тут это может касаться и вынужденного переезда, вынужденного перемещения, и спланированной поездки по работе, либо, да, куда-то с другими целями, вот, но что-то ближайшее будущее такое у вас однозначно планируется. Вот, давайте посмотрим, что тут еще. Маг. Вы знаете, в ближайшее время вот эти вот проблемы, которые вас мучили, энергетика полностью у вас изменится. Вы будете чувствовать себя более уверенно, более сильной. Вы знаете, какое-то движение пойдет и более энергичный, скажем так, да. Поймете, что вы совсем можете справиться. Вот я вам о чем сказала в самом начале, да, что нам не дается больше того, что мы можем преодолеть и выдержать. Вот здесь вот вы четко обретете это понимание. Кто планирует куда-то передвигаться на долгое время, там все достаточно удачно сложится, говорят нам карты. Не переживайте. Король мечей. Здесь может быть какие-то общение какое-то, скажем так, с официальными инстанциями, с государственными органами, да, полиция, налоговая, вот такая, может быть, у кого-то проверки здесь будут, кстати, связанные с документами, тоже может быть по этой карте, поэтому будьте к этому готовы, вот, все внимательно проверяйте, следите, у кого-то здесь может быть ваш отъезд, приезд, да, либо приезд его, мужчина воздушной стихии, здесь может быть по основному знаку, либо по асценденту, мужчина, с которым на расстоянии по переписке отношения также может проигрываться по характеристике. Мужчина активный, энергичный, да, такой храбрый. Да, не могу сказать, что человек спокойный, конфликтный может быть человек, да. Вот, ну такой двигающийся, знаете, подозрительный, ревнивый, тоже это проигрывается по этой карте. Вот. Что здесь? Может быть, перестанете кого-то ревновать, вы следить за кем-то в соцсетях, онлайн, чего-то ждать, выискивать, следить, да, вы перестанете, поймете, что вам больше это не нужно. Такое здесь тоже может быть. Ну, рассказываю все варианты, какой канал открылся, да. Так, дальше давайте смотреть. Что еще? Туз пентаклей. Ну, смотрите, либо какой-то новый шанс. Хорошая очень карта, очень красивая. Посмотрите, какая просто прелесть. Солнечная, светлая, да. Что в ближайшее время ждет? Ну, во-первых, разрешится финансовый вопрос, как-то определиться, все успокоится, устаканится, да, урегулируется. То есть вы, по крайней мере, будете получать, что вот это у меня точно есть, вот это точно столько мне надо, да, и что я совсем справлюсь. Либо здесь будет какой-то новый шанс, дан вам свыше. Чего будет касаться этот шанс? Ну, давайте посмотрим дальше, да, что нам покажут. Королева чаш. Обретение эмоций, любви, спокойствия, да, здесь, может быть, вы проигрываетесь, может быть, здесь также проигрывается женщина, психолог, врач, такая, да, сочувствующая вот женщина, которая принимает участие, подруга, может быть, какая-то ваша, да, которая поможет вам, поддержит. Но вы здесь будете думать о своих чувствах. Скорее всего, будет дан шанс прояснить вам то, что вам не ясно, да, обрести внутренний покой как-то, может быть, у кого-то встретить любовь вот с таким мужчиной, королем меча, да, магом. У кого-то здесь действительно может быть и встреча данная свыше, сверху, да, либо приедет ваш любимый к вам, вы увидитесь. Но как-то этот вопрос у вас прояснится. Да, принцесса мечей, вы перестанете общаться только по интернету, только по переписке, вы перестанете, может быть в ссоре, следить друг за другом, да, выискивать какую-то информацию, да, вот, быть постоянно так вот, да, готовый на реакцию.
Будете ждать, семерка Пентаклей, финансовых поступлений, разрешения какого-то вопроса, ожидать поступления, разрешения и получения, да, результатов своего труда, то, во что вы вкладывались. Если это были отношения, будете, ну, ожидать уже конечного результата, вот, всех ваших стараний, вложений, да, во что бы вы ни вкладывались, отношения, финансы, работа, учеба, да, то есть вы же и учитесь многие, развиваетесь, да, здесь будете вот, ну, уже ожидать конечный результат чего-то. У кого-то здесь, кстати, видите, и беременность тоже возможно. Кстати, по королеве чаш тоже, девочки, кто ждет, все возможно. Четверка жезлов, ждать, ну, это очень хорошая карта. Посмотрите, какая позитивная она здесь. Да, карта семьи, карта благополучия, карта уверенности, стабильных отношений, стабильной страсти. У кого-то здесь, может быть, будет и свадьба, и какое-то торжество, и урегулируется, все прояснится, все именно касательно отношений вашего будущего. Что здесь очень хороший прогноз получается, очень светлый, такой добрый, энергетика такая замечательная. Но девятка мечей, да, вы будете, вы знаете, как бы преодолевать вот эти вот ваши переживания, усталость, болезнь, какие-то лишения, они, да, вот, ну, как бы события будут развиваться так, чтобы это оставалось уже в прошлом. Осталось еще придется потерпеть, да, ну, вот какие-то такие вот ситуации, но осталось потерпеть чуть-чуть, не так долго, как казалось в начале. Что еще? Будете ждать вы чего-то? Ожидать, бездействовать. Опять же говорю, восстановительный период, может быть, кто-то приболел, да, у кого-то сложная ситуация моральная, душевная именно, когда болит душа, болит сердце, когда ничего не хочется. Такое тоже может быть, да? Да, вот видите, девятка мечей, четверка мечей, негатив, который в вас есть сейчас. Здесь об этом речь идет. Ну вот посмотрите, негатив этот связан с вашими какими-то мыслями, воспоминаниями, что вы думаете, что, может быть, да, что-то было неправильно сделано, неправильно принято решение, неправильно поступили, среагировали, выбрали, может быть, да, кого мужчины это касается, об отношениях постоянно думаете. Не нужно думать, все само сейчас разрешится, от вас тут ничего не зависит. Да, пожалуйста, думайте, вспоминайте, но не впадайте в негатив. Вас не должно это раздражать. Вспоминайте об этом, ну, вспоминайте прекрасные моменты, не думайте о плохом. Сдвину карту, смотрю, вам опять отсвечивает. Вот. Тройка жезлов. Вы знаете, вы определитесь как-то вот в ближайшее время, должны, по крайней мере, будете активно к этому стремиться, чтобы определиться в том, что будет дальше в вашей жизни. Определить пути, движения, развития, да, определить то, что вы хотите, уже четко определить, да, что я хочу, с кем я хочу, как я хочу, где я буду двигаться дальше, жить, что я буду делать, да, куда я буду направлять свои усилия. Здесь об этом. Да, то есть, ну, в ближайшее время, как говорят нам карты, должно все более-менее у нас проясниться. Восьмерка Пентаклей, работа, кто ищет, вы ее найдете. Кто работал, да, все будет, ну, как бы навряд ли там будут какие-то сильные изменения, да, трудиться также будете, кто трудится над построением семьи, отношений, да, над построением своего бизнеса, все будете продолжать трудиться. Не сказать, что вот с неба упадет там что-то, да, труд кропотливый, каждодневный, кто учится будет также, да, учиться, но впереди, вы понимаете, какая-то легкость настанет, да, облегчение, улучшение ситуации, знаете, как будто новый этап наступит. Вот заново все начнется, по-другому, вообще не так, как вы думали. Вот я вам говорю, не думайте там, да, не вспоминайте негативное, помните только хорошее, потому что впереди вас ждет что-то совсем другое. Вообще то, что, может быть, вы сейчас не прогнозируете. Вы вот посмотрите, кстати, напишите мне обязательно, ну, если не трудно вам,
Что же конкретно будет происходить? Потому что расклад у нас общий, я говорю, для вас всех, но у кого конкретно как проиграется вот эта ситуация, да, где вы... начнется такой этап, где вы поймете, что и как вам нужно делать дальше, во что вкладываться, да, во что вообще инвестировать свои силы, средства, эмоции для того, чтобы жизнь ваша стала легче, проще, веселее, ярче, чтобы наступил новый этап. Здесь об этом. Ждите, кстати, нового этапа своей жизни. Даже, может быть, у кого-то будет просто все изменится, ну, так, как вы не ожидали и не планировали. И будет, ну, просто, ну, то, что сейчас вообразить вы даже себе не можете. Вот, вот так вот, ну, просто надо немножко подождать. Ой, шестерка жезлов, успех. Здесь будет успех, если вы куда-то планируете передвигаться, там вас прекрасно встретят, да, все там будет складываться хорошо. Если вы планируете как-то разрешать какие-то сложные вопросы, вы тоже совсем справитесь. Энергетика у вас будет очень хорошая. Я вам сказала, энергетика должна поменяться в ближайшее время ваша. Здесь говорят так карты. Принцесса жезлов. Кто-то будет смотреть вперед, да, строить планы, как вот там уже вышло, да, по тройке жезлов, здесь шестерка жезлов. Кто-то получит, может быть, какое-то известие или будет ждать этого известия. Да, от кого-то, информации, может быть, какой-то, да, планировать путешествие, какой-то новый поворот в ситуации, в которой находитесь вы сейчас. Новый, успешный, говорят нам высшие силы, поворот, да. Просто вот здесь отшельник, да, просто нужно подождать. Подождать, подумать о том, что важно именно для вас, исходя из этого строить свои планы, решать для себя конкретно, что ценно, важно вам. Вам, вот услышьте, именно думать о себе, о вашем комфорте, о вашем внутреннем комфорте, о вашей гармонии, о том, что именно для вас лучше будет. Вот для вас, как для личности, да, как для человека, вот именно не для семьи, не для там в целом, да, как правильно в обществе. Вот подумайте, как лучше вам. И вот здесь вот обратите внимание именно на себя. Не торопитесь. Вам все покажут. Направят, покажут. Думайте о своем благополучии. Семерка жезлов. Ну, эта карта у нас успеха в дальнейшем, то есть даже если будут какие-то там, да, обсуждения, может быть, переговоры, да, споры, ну, вот такая вот, да, эта карта, придется как-то аккуратнее действовать, но в дальнейшем эта карта пророчит успех нам. Но здесь высшие силы говорят, не торопитесь и хорошо все обдумайте, все свои действия. Все, что вы планируете, все, что вы будете делать, на что вы решаетесь, на что вы будете решаться. Здесь вот дают совет не торопиться, подумать сначала, внимательно все проверить, если это касается каких-то серьезных документов, да, внимательно проанализировать ситуацию, подумать, что хотите вы. Что лучше для вас, именно для вас, для вашей души, для вашего сердца. Что лучше? Отпустите то, что уже не работает. Да, не думайте об этом, отпустите. То, что уже подошло к концу, уже изжило себя, может быть, какие-то отношения, которые уже изжили себя, все будущего у них нет. Не страдайте, отпустите. Подумайте хорошо, если поймете, что нужно двигаться вперед, да, что-то оставлять позади, двигайтесь вперед, вы, именно вы. Принимайте решения и ничего не бойтесь. Ну-ка, я здесь дотяну. И вы посмотрите, все в ваших руках. Здесь королева жезлов, вы проигрываетесь. Все в ваших руках. Вы энергичная, уверенная, смелая женщина. И вы примете правильное решение. Не сомневайтесь в этом. Да, если там вы планируете куда-то передвигаться, это также жезлов, да, карта у нас перемещения, то двигайтесь вперед. Не думайте ни о чем и двигайтесь. Вот.
Двигайтесь, не раздумывая, если примете такое решение. Но здесь вы совсем справитесь, здесь говорят нам высшие силы. Ну, давайте я достану одну из своих любимейших позиций, карт совету. Да, что дайте нам совет от высших сил. Давайте посмотрим совет. Ну-ка. Император. Будьте уверены в себе. Не сомневайтесь, вы сможете все преодолеть, если в вас не будет никаких сомнений в вашей силе, в вашей победе, в вашей уверенности. Кто ждет возвращения любимого императора вот такого, да, воссоединения, встречи с этим императором? Эта встреча, скорее всего, должна произойти. Не сомневайтесь в этом, будьте уверены в себе, думайте о своих чувствах и эмоциях, и тогда все сложится. Думайте о том, что вам нужно, что вам необходимо, о том, что вы хотите, да, настраивайтесь на это, не вспоминайте плохое, былое, ушедшее, да, настраивайтесь на позитив, и помните, что вы совсем справитесь. Ну, вот такой прекраснейший совет, старший аркан. Хороший расклад получился. Постаралась сегодня сделать менее философский, рассудительный, чем прошлый. Но здесь и тема, да, чуть другая, как бы ближайшие события. Не анализ ситуации, не анализ какого-то внутреннего состояния. Поэтому, ну, тут особо и не разглагольствуешь, да, не пофилософствуешь. Вот, поэтому те, кто любит именно философские, мои рассудительные расклады, обязательно следующие будут такие. Но здесь хотелось посмотреть на ближайшие события для нас, для всех, да, что нам приготовили высшие силы, к чему нам готовиться, что нас ждет. Ну, ждет движение вперед, развитие ситуации, урегулирования многих острых вопросов. Каких-то нужно будет подождать, подумать, да, потерпеть, принять решение. Но итог – это сильные, уверенные энергии, которые будут в вас. Все, что не происходит в вашей жизни, и как это будет происходить сейчас и развиваться, высшие силы говорят, не сомневайтесь, вам это во благо, вам это по силам, и это даст вам еще больше сил. Ну, я вам желаю, чтобы все ваши цели, мечты осуществлялись. Впереди, чтобы вас ждало все только самое прекрасное. Огромного счастья вам и большой любви. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.